Смарт-часы с поддержкой Galaxy AI, титановым корпусом, сапфировым стеклом, защитой по стандарту 10 атмосфер, IP68, сертификацией MIL STD 810H, AMOLED-экраном диагональю в 1,5 дюйма, процессором с 5 ядрами Exynos W1000, встроенной памятью объемом в 32 гигабайта, двухдиапазонным GPS и поддержкой Wi-Fi и LTE, операционной системой One UI, обновленной версии 6.0. На базе Wear OS. Временем автономной работы до 100 часов в режиме энергосбережения и до 48 часов в обыкновенном сценарии использования. Как вы уже поняли, сегодня пойдет речь об умных часах Samsung Galaxy Watch Ultra. Но данную информацию я, как и вы, прочел в рекламе. А как на самом деле дела обстоят у данной модели, как всегда, я вам подробно сегодня расскажу. Распаковка. Поставляются смарт-часы в черной коробке из плотного картона. Дизайн упаковки минималистичный. На ней есть название и изображение модели, а с тыльной части расположили краткие характеристики. В комплекте мы имеем коробку с ремешком и коробку со смарт-часами, подробное руководство пользователя и магнитное зарядное устройство без пинов. Но Cradle несъемный. Также сразу отмечу, что данная модель не поддерживает реверсивную зарядку. Магнит, удерживающий часы на зарядном устройстве, довольно слабенький для такой модели. И в подвешенном состоянии заряжать часы не получится. Сменного ремешка, разумеется, в комплекте нет. Весит смарт-часы с ремешком 92 грамма, размеры 47 на 47,5 на 15,6 мм. Ремешок быстросъемный, шириной в 24 мм. 7 обзоров в неделю выгружаю и ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на этот YouTube-канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов и либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в Телеграме. Подписаться на Телеграм-канал скидок, и вы автоматически в розыгрыше. Все розыгрыши в конце каждого месяца на стриме. Помимо этого еще iPhone 16 я разыгрываю на Новый год. Условия в ролике по ссылке в описании. Перейдем к смарт-часам. По расцветкам доступны черный титан, серый титан и белый титан. Версия только одна. Wi-Fi плюс LTE плюс Bluetooth. Дизайн модели интересный, они меньше, чем Ultra от Apple, но несмотря на это, все же компактными не являются и визуально, может быть, даже многим покажутся больше. В данной модели решение объединить круглый экран с квадратным корпусом выглядит по мне неплохо, но здесь у всех свое мнение. С одной стороны, отличить их от Apple Watch Ultra не составит труда, с другой стороны, сходство есть. Корпус смарт-часов выполнен из титана, а с фронтальной части находится сапфировое стекло. Также по центру средней рамы можно заметить пластик. Он предназначен для лучшей защиты при падениях. Несмотря на это, за время моего использования на корпусе появилась небольшая царапина, при том, что они не падали и бережно использовались. Вы же понимаете, что это дело покупаю, а потом продаю. Материалы не марки, что радует, но вот собрана модель не так, как ожидалось. Все из-за круглой кнопки, которая имеет сильный люфт. Ремешок удобный, он имеет классическую металлическую застежку и обновленное крепление к смарт-часам. Лучше бы крепление было стандартное, правда? Теперь и другие ремешки от часов Galaxy Watch сюда не подходят. Все для того, чтобы продавать побольше аксессуаров. Снять ремешок не составляет труда, он и правда удобный. Запястье под ремешком не потеет, и ко всему он не натирает. При носке Watch Ultra из-за хорошей эргономики не мешаются и вес не ощущается. Спать в них комфортно, но, разумеется, здесь все индивидуально. Далее, на корпусе расположили краткую информацию, область зарядки, датчики мониторинга здоровья, динамик и микрофон. Из датчиков на борту акселерометр, барометр, датчик биоэлектрического импеданса, электрический датчик частоты пульса, гироскоп, геомагнитный датчик, инфракрасный датчик температуры, датчик освещенности и оптический датчик частоты пульса. Далее из 3 механические кнопки. Переназначить команды на кнопки возможность есть. Есть одиночное нажатие, есть двойное нажатие, удержание и не только. Также удобно использовать жесты для управления, которые они магическим образом позаимствовали у Яблока. Хотя, может, они сами додумались, просто так совпало. С фронтальной части находится Super AMOLED дисплей на 1,5 дюйма с разрешением 480 на 480 точек. Рамок нет, экран утоплен, безель цифровой. Механического безеля нет. Кайфушку забрали. Функция прокручивания выполняется скольжением пальца по краю экрана. Для многих это будет минусом, потому что мы все тактильщики. Яркость по моим замерам в пике 3000 люксов, что прям очень хорошо. Яркости более чем достаточно. Автоматическая регулировка яркости также на борту, и работает она корректно. Always on Display имеется, стиль AODA зависит от циферблата. Ко всему есть ночной режим для 2 циферблатов с отображением их в красном цвете. С циферблатами все довольно просто. Качаем всякие ломаные программки и устанавливаем их бесплатно. Платных, хороших очень много. Время до отключения экрана максимум 1 минута. Экран можно включить поднятием запястья, касанием или нажатием на кнопки. В настройках есть много различных и полезных функций.
функции можно настроить шрифт, включить режим работы в перчатках, настроить возврат к приложению, настроить режим сна, режим театра, режим блокировки в воде, функцию обнаружения падения для вызова помощи и не только. По свайпам с главного экрана сверху вниз панель быстрого доступа, которую можно открыть даже если находишься в каком-нибудь приложении. Свайп снизу вверх меню, свайп слева направо уведомления, а справа налево виджеты, которые можно настроить под себя, как и меню и панель быстрого доступа. Удобно, что в меню можно создавать папки, просто перетащив одно приложение в другое. В целом все уже привычно и стандартно. Система имеет множество вспомогательных и полезных функций. В меню есть иконка для перехода к недавно открытым приложениям, многозадачность полноценная. Далее находится компас, погода, таймер, секундомер, будильник, календарь, мировое время, SmartThings, управление наушниками от Samsung, галерея, музыкальный плеер. На смарт-часы можно загружать фотографии и музыку. Также мы имеем калькулятор, диктофон, приложение для благотворительности, Google Почту, Google Ассистент и WhatsApp. Устанавливать приложение можно прямо через Play Market. Ко всему из операционной системы можно также устанавливать сторонние АПКшки, то есть все, опять же, довольно просто. По процессору установлен здесь 5-ядерный процессор Exynos W1000 с техпроцессом 3 нанометра и тактовой частотой в 1,4 ГГц. Оперативной памяти на борту 2 ГБ, внутренней памяти 32 ГБ, но доступно для личного пользования меньше, около 20 ГБ. Операционная система One UI Watch версии 6.0 на базе Wear 5.0. В основном система работает быстро, однозначно шустрее, чем в прошлых моделях, но подлагивания и фризы встречаются. Опять же, с чем сравнивать? Если у вас были последние Apple Watch, вы поймете, о чем я говорю. Bluetooth чип установлен в версии 5.3, напоминаю, что сейчас уже 6.0, и в основном в новых устройствах запихивают 5.4. Подключить Bluetooth наушники можно, а вот нагрудный датчик не через сторонние приложения не подключить. То есть нужно будет что-то скачивать, а потом подключать. Wi-Fi поддерживается двухдиапазонный на 2,4 ГГц и 5 ГГц, NFC-модуль на борту, как и технологии eSIM с поддержкой как отдельного, так и единого номера. Заводится eSIM без проблем. Отмечу, что лучший выбор версии для региона — это Кавказ, CAU. Все потому, что из-за региональных ограничений в разных версиях есть проблемы с работой того или иного функционала. И вот эта версия для тех, кто проживает в Российской Федерации, по всей видимости, на данный момент самая актуальная. Можете написать, может, какая-то другая более актуальна. Также отмечу, что использовать часы от Samsung я советую только в паре со смартфоном от Samsung. Что касается оплаты банковской карты, используя модуль NFC, можно установить MirPay. У кого-то работает, у кого-то нет. Но вот Samsung Pay в России точно не работает. По поводу MirPay я могу вам сегодня сказать, что он работает, завтра может отвалиться. Система как была довольно гибкой, так и осталась. Только теперь много региональных ограничений. Много функционала просто не работает. Настроить можно, в интернете много обсуждений, но имейте в виду, что можете столкнуться с какими-то проблемами. Видов тренировок более чем достаточно. Автоматическое определение активности на борту, как и отслеживание плавания. GPS здесь двухдиапазонный, местоположение определяется быстро. Навигация работает неплохо, погрешность в построении маршрута после тренировки небольшая, но она присутствует. Загружать и импортировать маршруты возможность есть. Также из полезного можно обнаружить мониторинг активности, звуковое сопровождение во время тренировки, разумеется, возможность совершать обратный маршрут и еще некоторое количество различных настроек. Свернуть тренировку для фоновой работы, конечно же, можно. Далее, данная модель может измерять пульс, считывать ЭКГ, измерять давление, уровень стресса, мониторинг сна, храп, обнаружение апноэ, измерение температуры тела во сне, также есть индикатор HS, измерение СПО2, состав тела и мониторинг показателей жизненных сил. Настроить все эти функции можно прямо с часов или через приложение. По корректности измерений показателей здоровья Samsung хорошо подтянулись, но они однозначно хуже справляются с этой задачей, чем яблочные часы, опять же, по моим наблюдениям. ЭКГ и артериальное давление стандартно запрашивают установку приложения Samsung Health Monitor. Чтобы использовать эти функции без танцев с бубном, лучше использовать данные смарт-часы со смартфоном Samsung. Опять же, я про это уже говорил. Полученные результаты вследствие измерения артериального давления и считывания ЭКГ можно использовать только лично для справки. По факту вас просто развлекают. Ни в коем случае не стоит на это дело опираться. Лучше купить тонометр. Также прошу обратить ваше внимание на то, что все измеряют по-разному, и это очень сильно влияет на итоговый результат. Графики на смарт-часах отображаются, информации в них много. Смарт-часы помимо звонков eSIM поддерживают еще функцию Bluetooth вызовов, микрофон отрабатывает отлично, что можно сказать и про динамик. Уведомления приходят моментально, иконки, фото пользователей, фото в уведомлениях и смайлики отображаются. Отвечать на смс можно, используя клавиатуру, смайлики, быстрые заготовки, голосовой ввод и письменный ввод. Стоковая клавиатура с русской раскладкой типа T9, но можно спокойно установить, к примеру, клавиатуру от Google, и там будет полноразмерная.
Видео же в уведомлениях не просмотреть, в этом смысле они не продвинулись. Вибромотор тактильно приятный, я бы назвал его одним из лучших в смарт-часах, но в уме держим Huawei и яблоки. Перейдем к автономности. Емкость аккумулятора 590 мАч, как в модели Watch 5 Pro. Заряжать данную модель можно, притом от обыкновенной беспроводной зарядки стандарта Qi. По моим же тестам от родного зарядного устройства смарт-часы заряжаются от 0 до сотки в среднем за 1 час 55 минут, что не особо быстро. Проще говоря, медленно, почти 2 часа. В обыкновенном сценарии использования с AOD данная модель живет в среднем 2,5 дня. И как для часов модели Ультра, это, прямо скажем, невнушительный результат. У кого-то они 4 дня живут, у кого-то 5, но, скорее всего, они пользуются ими по минимуму. Водонепроницаемость класса 10 атмосфер плюс IP68. Также есть сертификация MIL STD 810H, но вот стандарта для дайвинга нет. И, как вы понимаете, глубиномера тоже. Мой экземпляр от воды, которая на него попала за время использования, никак не пострадал. Для примера я, разумеется, окунал их в воду. Несмотря на это, я не очень советую купаться с ними в соленой воде или испытывать резкими перепадами температуры. Летим дальше. Основное приложение для работы смарт-часов в паре со смартфоном называется Galaxy Wearable. В нем есть магазин с циферблатами, которых, как по мне, достаточно. Ко всему есть анимированные, персонализированные, кликабельные, не только. Также в приложении есть стандартные настройки устройства, обновление прошивки. Напоминаю, что Samsung — это куча приложений для одного устройства. К примеру, чтобы использовать функционал для мониторинга показателей здоровья, необходимо установить приложение Samsung Health. Минусы. Медленная зарядка, нельзя подключить нагрудный датчик напрямую, много функций работает только в паре со смартфонами Samsung, плюс есть региональные ограничения. Нет функций по восстановлению после тренировок, пока во всяком случае. Круглая кнопка имеет люфт и не имеет функцию Digital Crown, то есть прокрутки нет никакой, плюс они ушли от механического безеля. Нет весомых отличий от Galaxy Watch 7 и конский ценник на старте. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Там много всего полезного. Резюмируя, умные часы Samsung Galaxy Watch Ultra в использовании практически ничем не отличаются от Galaxy Watch 7. На цифрах, конечно, есть некоторые отличия, плюс, разумеется, более брутальный вид для кого-то, но дизайн, мягко скажем, однозначно на любителя. Покупать часы от Samsung я советую только если у вас смартфоны от Samsung, так как в основном функционал можно получить только в такой связке. Как по мне, первые ультра от Samsung провалились, если мы говорим в соотношении цены, качества и функционала. Возможно, во второй версии Samsung сделает что-то действительно хорошее и отличающееся от всех часов Galaxy. И я сейчас вам объясню, в чем смысл. Смысл в том, что когда был старт продаж, ценник был $650 плюс. На данный момент на том же Авито вы бэушных часов можете купить за 40 тысяч, а это $400 просто море. Новых по $450, там по 45 тысяч. И меньше их становиться не будет. Почему? Потому что люди покупают, разочаровываются и продают дешевле. А для того, чтобы понять, насколько все печально, те же Apple Watch Ultra, которые можно подключить только к яблокам, продаются по ценнику новых Samsung Galaxy Watch Ultra. Хотя Apple Watch Ultra первой версии уже сколько лет продаются? Правильно, много. И мораль проста. Они могли сделать что-то эпичное и дешевое, в итоге сделали эпичное дорогое, что приходится продавать теперь очень дешево. Опять же, это мой субъективный взгляд. А хотите красиво и дешево? Опять же, открываем Авито и покупаем какие-нибудь Huawei Watch 4 за десятку. Или 4 Pro, или Amazfit. И еще очень много вариантов. Надеюсь, что-то для вас было полезное. От меня девайсу в эти деньги, что сейчас его продают. Скромная, да, от владельцев Samsung. Подписывайтесь на канал с колоколом. Добра и удачи вам, дорогие друзья.